Всем большой привет, меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня буду подводить итоги в совместном проекте «Радуга-2», который организовала Людмила Красноперова. Мне очень понравился данный совместный проект, и я обязательно, если он будет в третьем сезоне, приму участие. Ну, давайте расскажу, что у меня тут связалось, вот, что осталось недовязок. Получается, что за эти 7 недель я стартовала с 15 процессами. И из этих 15 процессов 9 у меня готовы. И я этому несказанно рада. Кто не знает об условиях данного проекта, напомню, что мы каждую неделю стартовали новым цветом. Соответственно, цветам радуги. То есть все знают такую известную пословицу: каждый охотник знает, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть первая неделя была красная, потом оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. И наши старты должны были соответствовать цвету данной недели, да, определенной недели. Ну, давайте начну сначала. Первая неделя у нас была красная, и я заявляла 2 процесса. Это были носочки и свитер-джемпер для внучки. Носочки у меня вот такие. Они готовы. Связаны они были из форзы. Не помню я, не буду, наверное, в этом видео рассказывать про пряжу. Кому интересно, в каждом своем видео, которое соответствует данной неделе, я рассказывала по пряжу. Если буду еще и про пряжу рассказывать, видео будет очень-очень длинным. А девочек у нас много. Нужно посмотреть всех. Значит, здесь у меня участвует пряжа форза. И вот эта вот темно такая бордового цвета, это пряжа от Alize Super Wash. Носочки у меня получились на размер 38-39. Эта пара у меня готова. Так, далее. Вот такой вот свитерочек у меня вяжется. Это не готовое изделие, но у меня связалось перед. Вот такой будет новогодний свитерок. Сейчас надо будет начинать вязать спинку. Я надеюсь, что я довяжу этот свитерок-джемперок уже в других совместных проектах. Вот такая была у меня красная неделя. Далее шла у нас оранжевая неделя. Там я заявляла носочки. Вот они у меня связаны. Как видите, эта пряжа идет, по-моему, Газал Happy Fit, да. Это тут 75% мериносовая шерсть и 25% полиамида. Вот такая интересная пяточка тут. Это пяточка Strong. Носочки очень мягкие, не колючие. Всем рекомендую я. Вообще, кто не любит колкость, то вот эта пряжа вот самое то. И также в оранжевой неделе я начинала вязать комбинезон детский, но я его не закончила. А вот он на какой стадии у меня. Отвязаны, получается, ножки. Комбинезон сам, вот эти, капюшон, тело. И вот осталось только связать рукава. Я думаю, что я с этим в ближайшее время справлюсь, и будет тоже готовая работа. Основное, в принципе, такое сложное самое, все связано. Комбинезон здесь на ребеночка где-то 2-3 месяца. Вот. А пряжа это у меня Картопу Baby. Кстати, вот этот моточек могу показать. Это вот такая вот пряжа. В 100 граммах 160 метров. Здесь антипилинговый акрил. Так, следующая неделя у меня была желтая. Там тоже было заявлено 2 процесса. И 2 они у меня готовы. Первый процесс это были вот такие носочки детские. 29-30 тут у меня размер. Связан из пряжи Регина. И вот эти вот яркие такие желтые вставочки, да. Это пряжа форза. Вот такая пара связалась. Классная. Пряжа тоже такая немножко шерстистая, колючая. У всей носочной пряжи, которые я
использовала в данном совместном проекте. У всех стандартный носочный состав. 75% шерсти и 25% полиамида или полиакрила. Ну, состав такой. Так, такие носочки. И был связан жакетик. Пряжа здесь используется Фиджи. Осталось пришить только пуговички. Пуговички я сегодня приобрела. Я вечерком сяду и пришью их. Здесь у меня получается круглая кокетка. Ну, такой вот тепленький жакетик. Но это где-то на годик. Ребеночку на годик. Тоже готовая работа. Тоже это мне очень нравится. Дальше, что у нас? Каждый охотник знает, желает знать. Зеленая неделя. Зеленая неделя у меня тоже было заявлено 2 работы. Это носочки и детский свитер. Свитер я уже отдала. Он был у меня связан на заказ. Я вам ставлю фотографию, как он выглядел. И вот такие носочки вязала. Но тут у меня не довязано. Получается на 39-40 размер. Тоже пяточка стронг такая вот мне нравится, которая сбоку, да, как-то вывязывается. И вот на такой стадии у меня этот носочек. Пряжа, расцветка, по-моему, специи от Нака Боха. Очень красиво выкладывается. Вот так вот. Ну, я думаю, что это тоже в скором времени я завершу. Так, голубая неделя следующая у нас идет. На голубой неделе я тоже заявляла безрукавку и носки. Носки у меня связаны. Это 100% шерсть на размер 42-43. Вот такие они постиранные, заблокированы были. Все, то есть все готово. Это старая шерсть, которую мне привезли, дали. Очень колючие носки, но кто просил связать мне эти носки, они как раз и просили, чтобы было чисто шерстяное и колючее. Вот. И второй процесс в эту неделю я брала безрукавку, но она у меня не закончена. Осталось начать вывязывать, ну, разделять на перед и полочки, на полочки и спинку данное изделие. Вот оно. Вяжу сплошным вот полотном, вот так. И вот так на такой стадии тоже работы тут немножко. Тоже надеюсь, что закончу в этом году. Ну, здесь, как видите, применяла ту же голубую пряжу, которая вот от носочков осталась. И вот такая вот серо-голубая тоже у меня использовалась. В синюю неделю я заявляла, что буду вязать жакет для племянницы. Но я его распустила. Было вывязано уже 3 моточка, но мне что-то не понравилось. Я показывала это, ну, показывала свое продвижение в синей неделе. Там порядка 20 сантиметров уже было провязано, но мне не нравилось, как ложится планка. И поэтому я приняла решение, что я буду распускать. И я, недолго думая, чтобы, знаете, в долгий ящик не откладывать, просто взяла, размотала, распустила и не начинала данный процесс, но я обязательно начну. То есть это у меня получилась синяя неделя, распуск. Но я также в синюю неделю связала вот такие вот носочки, пеструшки. Так вот. Ну, это где-то на ножку где-то годик, 1,5 годика. Тут 2 вида пряжи у меня. Это Астер Карелия и Лана Горд. Нет, Астер Карелия и Супер Ализе Супер Вош. И под мод я брала индийский мохер. И такие получились тепленькие носочки. То есть в синюю неделю у меня связалась только носочки. И в фиолетовую неделю я, значит, планировала связать 3 пары носок. 2 пары я успела связать, а 1 нет. Так, вот, давайте самый большой покажу вам. Это носочки у меня получается на 42-43, вот такие вот большие.
Вот такие пестренькие. Это пряжа у меня Астрокарелия. И подмот к ней индийский мохер. Вторая часть носочка вот на такой стадии. То есть только-только недавно начала я вязать. Еще, как видите, работы много. Вот. Значит, связала я и другие еще две пары. Тоже брала в подмот индийский мохер, но он здесь был такой сиреневого цвета. Получается, носочки уже постираны, заблокированы. Эта пряжа у меня накабуха. И в подмот я взяла индийский мохер. Здесь, как видите, такие вот фиолетовую неделю можно было и сиреневый цвет тоже использовать. То есть тут у меня уже для женщины 39-40, да, где-то размер. Вот так вот получается. Тоже такие тепленькие, толстенькие носочки. Эту пару и ту я вязала на спицах номер 3. И вот эти вот носочки у меня связаны из артисана, а второй я сейчас вам покажу, я его просто сушу. Вот носочек я принесла второй, так как у меня вязалось 3 пары носков. Один блокатор у меня настроен на размер 42-43, а второй блокатор настроен на размер 39-40. И поэтому я как бы по очереди сушу то один носочек вот такой, да, на 43 размер, второй на 39 размер. И поэтому этот выход вперед, а этот еще вот у меня сохнет. То есть, ну, пара у меня, как видите, готова. Фиолетовая тоже. То есть, ну вот за фиолетовую неделю у меня связалось 2 пары носков. Вот такие у меня получаются итоги. В основном носочки у меня связаны. Давайте вот так вот положу, хотя бы покажу красоту. Вот. Так, это тоже можно, да, по одной же есть готовых. Вот так вот сделаю. Вот так, зеленый. Тут был так желтый, тут был оранжевый у меня, красный. Так, раз, два, три, красный. Так, голубенький где-то, вот синяя неделя. Сюда положим, да. Вот. Каждую неделю, получается, я вязала по носочку. Да, получается красная, оранжевая, желтая, зеленая. Голубые забыла положить. Так, голубые, вот они. Давайте вот так их, они толстые. Во, какая красота. Вот, зеленые, голубые, синие. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, тут тоже пусть эти полежат носочки. Фиолетовый больше. Вот. У меня носочная радуга так-то получилась. Сейчас вот так вот я сниму для заставки. Ну, вот такие у меня продвижения были, вот такие готовые изделия. Я очень-очень рада, что я попала в этот совместный проект. Первая радуга как-то прошла мимо меня, но вот вторая радуга меня зацепила. И я с удовольствием приму участие в третьей радуге. Спасибо всем девочкам, всем участникам, которые поддерживали, которые вместе с нами вязали, просто зрителям, которые поддерживали нас и держали за нас кулачки, чтобы у нас все получилось. На этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока, до следующих подключений.